Аналитик Австрийского института стратегической политики Натан Рассер визуализировал территориальные изменения на фронте в Украине с 25 июня по 24 августа, то есть за 2 месяца войны. Красным показана территория, захваченная Россией за это время, и она включает захват Лисичанска, пожалуй, последний значимый успех россиян. В то же время синим показана территория, отвоеванная Украиной за этот период, в частности, оттеснение россиян из-под Харькова и незначительные продвижки на юге. В целом же, за 2 месяца каких-то серьезных изменений на линии фронта не произошло. Альянс Свободы. На День независимости Украины президент США Джо Байден огласил о самом большом пакете военной помощи Украине на сумму $3 миллиарда, который будет включать 245 тысяч снарядов 155 мм, 65 тысяч снарядов для минометов 120 мм, 24 контрбатарейных радара, беспилотники Puma и системы по борьбе с беспилотниками, а также 6 зенитно-ракетных комплексов NASAMS-2. Восток. Интенсивность боев за последние сутки снизилась. Никаких изменений в районе Харькова не произошло. Южнее, в районе Изюма, отмечается действие российских разведгрупп, но без попыток штурма. Продолжаются бои в районе Спорного и Ивано-Дарьевки, а также вдоль трассы Т-1302. Также бои идут в Солидаре и Бахмутском, но о успехах россиян там неизвестно. Российские войска снова пытались продвинуться к Бахмуту, но войти в город им так и не удается. Кадема и Зайцево остаются под контролем ЗСУ. Вчера стали поступать жалобные сообщения россиян о активизации украинских разведгрупп вдоль всей линии разграничения, в особенности у Донецка, и те опасаются, что это может предшествовать наступательным действиям, но ничего подобного пока замечено не было. Российская атака на Красногоровку была отражена. Продолжаются бои на окраинах Песок и на подступах к Новомихайловке. Вчера россияне нанесли удар ракетой «Искандер» по станции Чаплине, в результате чего минимум 25 человек погибло, в том числе 2 ребенка. Юг. Российские войска продолжают атаки практически на всех направлениях на своем правобережном плацдарме. Но кроме как захвата села Благодатное еще несколько дней назад, больше никакого успеха у них не было. Сообщается о очередном взрыве на Антоновском мосту в 5 утра. Россияне продолжают размещать свою военную технику на Запорожской АЭС, что видно на спутниковых снимках. Также они продолжают обстрел Никополя с территории АЭС, дабы спровоцировать ответный огонь. Спасибо за просмотр, не забывайте лайки, комментарии, адекватные желательно, подписка, колокольчик.